Гемангиома – врожденная доброкачественная сосудистая опухоль печени. Выполнены исследования компьютерной томографии органов брюшной полости, забрюшинного пространства с внутривенным контрастным усилением, Гипомера 370 100 мл в артериальную венозную отстроченную фазу, плюс пероральное контрастирование с реформатированием в 3 плоскостях и реконструкциями в объеме. Контуры печени ровные, четкие, крайне закруглен, в размерах печень не увеличена, плотность паренхимы равномерна, в среднем плюс 60, плюс 62 Хаунсфилда без контраста. В правой доле выявлен гиподенсный очаг, около 1,6 см в поперечнике, S7. Около плюс 50 единиц Хаунсфилда до введения контраста. В артериальной фазе определяется контрастное усиление в виде неполного ободка. Плотность примерно соответствует пулу крови в артериальных сосудах до плюс 200 единиц Хаунсфилда. В венозной фазе плотность падает до плюс 110 единиц Хаунсфилда, как в венах. Контрастирование становится более глобулярным. В отстроченной фазе контрастное усиление становится униформным. Плотность равна плотности паренхимы печени, плюс 80 единиц Хаунсфилда. Сосуды системы воротной вены не расширены. Желчный пузырь грушевидной формы заполнен однородным содержимым плотностью плюс 20, плюс 25 Хаунсфилда. Без конкрементов высокой либо низкой плотности, стенка не утолщена. Легкая ангуляция в области перешейка. Общий желчный проток не расширен. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Поджелудочная железа обычного дольчатого строения с фистончатыми краями, в размерах не увеличена. Небольшое включение жировой плотности в области головки. Панкреатический проток визуализируется в области головки шейки, не расширен. Отека парапанкреатической жировой клетчатки не наблюдается. Селезенка не увеличена без патологических включений в структуре. Надпочечник слева утолщен больше за счет медиальной ножки до 0,9 см. Справа явно не утолщен, не деформирован. Почки. Объемных образований кист конкрементов в чашечках и лоханках не определяется. Чашечно-лоханочная система не расширена. Мочеточники визуализируются с обеих сторон. Не расширено, не деформировано. Конкрементов в просвете обоих мочеточников не выявлено. Мочевой пузырь обычной формы, стенка не деформирована, не утолщена. Увеличенных патологически измененных лимфатических узлов, а также свободной жидкости брюшной полости не выявлено. Деструктивных травматических изменений костей не определяется. Левосторонняя сколиотическая деформация поясничного отдела позвоночника, угол 14 градусов. Выраженное дегенеративное изменение поясничного отдела позвоночника, деформирующий спондилоартроз. Заключение. Объемное образование правой доли печени, S7, с параметрами контрастного усиления, типичными для гемангиомы. Умеренно выраженная гиперплазия левого надпочечника. Дегенеративное изменение пояснично-крестцового отдела позвоночника.